Всем привет, меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. В сегодняшнем видео я хочу поговорить о таком понятии, как норма сбережений. Норма сбережений – это доля личных доходов населения, идущих на сбережение, а не на потребление. У меня денежные средства, те, которые идут на сбережение, а не на потребление, представлены в моем денежном органайзере с помощью двух конвертов. Эти конверты располагаются в долгосрочных накоплениях. Это идет конверт инвестирования и конверт резервный фонд. Именно эти два конверта отвечают за сбережение денежных средств, на которые мы будем жить в будущем. То есть вот они отвечают за накопление того самого капитала. Норма сбережения, она выражается в процентах. Это тот процент от нашего дохода, который нам удалось сберечь. Я ставлю цель по норме сбережений, чтобы до конца этого года выйти на значение в 40%. Вот такая цель до конца года. Сейчас я хочу посчитать, сколько мне удалось сберечь денежных средств за последний месяц. Вот здесь я сделала уже расчеты. Это у меня идут расчеты за те распределения, которые у меня вот были в июне месяце. У меня получилось на первом распределении цифра 6,7%, а на втором получилось 7,5%. Среднее получается 7,1%. Как я производила расчеты? Вот, например, давайте возьмем за 21 число. У меня были на распределении денежные средства в размере. Складываем 21 300, это были наличные, и на картах 18 600. И в итоге получается на распределении было 39 900 рублей. В конверты на инвестирование и в подушку безопасности в общей сумме я отправила 2500 плюс 500, отправила 3000 рублей. И у нас получается то, что сумма входящих денег это 100%. Нужно узнать, какой процент был направлен именно на сбережение. Для того, чтобы это посчитать, нужно 3000 умножаем на 100 и делим на 39 900. И получается 7,5. Вот как раз я здесь посчитала. Здесь получается то, что 7,5%. И для того, чтобы узнать среднее значение, я просто сложила 7,5, прибавила 6,7 и поделила на 2. И у меня получилось то, что моя норма сбережений за июнь равняется 7,1%. Это сумма маленькая. У меня стоит цель, то, что нужно выйти до конца года на цифру, равную 40%. Поэтому эту цель я себе разбила на более маленькие цели и расписала суммы нормы сбережения, которые я хочу достичь. То есть с июня я начинаю 7,1%, потом хочу в июле, чтобы у меня это было 10%, 15%, и так по нарастающей, пока не будет достигнута вот эта цель в 40%. Ожидаемая дата достижения это будет уже на январь месяц. То есть начиная со следующего года, уже в январе месяце, я выйду вот на это значение. Но эту цель я разбила на более маленькие цели. И вот эти более маленькие цели я буду достигать каждый месяц. Причем вот эти 40% это у меня идет минимальная граница. То есть минимальное то значение, которое я хотела бы отправлять именно на сбережение. Нижняя граница. Чем больше, тем лучше. Но минимум установлен, цель задана, и она обязательно будет достигнута благодаря совершению вот этих маленьких шагов. Вот такой небольшой пример постановки финансовой цели. Расчет очень простой, считается быстро, буквально за несколько минут, но при этом уже получаем какие-то определенные значения, начальную точку, конечную точку, и можно поставить маленькие промежуточные цели. Желаю вам увеличения значений для вашей нормы сбережений. Всего доброго и увидимся в следующих видео. Пока-пока!